Когда вы в последний раз действительно получали удовольствие от секса? Не просто было нормально, а так, чтобы улететь в космос, к звездам. Времена меняются, но философия стоицизма остается вечной, как и секс. Сегодня мы соединим их, чтобы вы наконец-то испытали настоящее наслаждение. Досмотрите до конца. Вы заслуживаете знать, почему до сих пор не получали того, чего действительно жаждете. Ты лежишь рядом с тем, кого ты желал. Вроде все есть. Прикосновение, запах, дыхание. Но внутри пустота. Ты улыбаешься, киваешь, говоришь: «Было хорошо». Но сам знаешь, что ты солгал. А когда в последний раз тебе было так, чтобы тело вибрировало, как натянутая струна, чтобы не было мыслей, была только ты, только он, только сейчас? Так почему же это не происходит? Потому что ты в голове, а не в теле. Ты анализируешь, думаешь, оцениваешь, сравниваешь. Не вещи тревожат нас, а наше мнение о них. Эпиктет. Ты не получаешь удовольствия, потому что ты не здесь. Ты в мыслях, в страхах, в прошлом, в ожиданиях. История. Женщина, которая не могла расслабиться. В Древнем Риме была женщина по имени Клавдия. Ее муж был уважаемым философом, но в отношениях с ней холодным. Когда она вступала в близость, она чувствовала, что должна быть идеальной, двигаться красиво, не издавать неженственных звуков, сдерживать свое дыхание. Каждый раз после близости она чувствовала не удовольствие, а вину, потому что не достигла оргазма, потому что подвела. Однажды она пришла к Эпиктету и спросила: «Почему я не чувствую удовольствия, хотя делаю все правильно?» Эпиктет спокойно ответил: «Потому что ты занята тем, чтобы быть правильной, а не настоящей. Оргазм – это не награда за старание, это побочный эффект свободы». Что на самом деле тебе мешает? Первое. Ты сравниваешь с партнерами из прошлого, с порнографией, с идеальной картинкой из головы. Марк Аврелий говорил: «Счастье в согласии с собой, а не в гонке за чужим образом». Второе. Ты боишься быть увиденным. Не в смысле внешности, а настоящего себя. Ты боишься быть уязвимым. Но уязвимость – это мужество быть живым. Третье. Ты контролируешь все. Свет, позу, выражение лица, звук. Контроль – это антипод удовольствия. Оргазм приходит, когда контроль уходит. Метафора. Представь себе музыкальный инструмент. Например, скрипку. Ты можешь быть самым дорогим инструментом в мире, но если струны перетянуты, ты не издашь ни одной живой ноты. Вот и с тобой так же. Если ты все время держишь себя внутри, снаружи, в голове, ты не звучишь, ты просто молчишь. И вот в чем правда. Ты не неудачен. С тобой не что-то не так. Ты просто забыл, что удовольствие – это не задача, не цель, не техника. Это побочный эффект глубокой, подлинной свободы быть собой. Не стремись соответствовать, стремись быть собой. Сенека. И пока ты играешь роль идеального любовника или любовницы, ты теряешь самое главное – свое ощущение жизни. А как ты думаешь, тебе мешают внешние обстоятельства или внутренние страхи, блоки и зажимы? Откуда они берутся? Ты можешь лежать рядом с человеком, который тебя желает. Ты можешь знать, что ты красив, что ты желанна, что все правильно. Но твое тело как будто заморожено. Внутри напряжение, тревога, пустота. Ты не можешь расслабиться, ты в голове, а не в теле. Потому что у удовольствия есть враг, и имя ему – зажим. Зажим – это не просто напряжение в мышцах. Это блок в психике. Это история, которую ты носишь внутри. Когда ты во время близости боишься, что издашь не тот звук, это не ты. Это голос, который когда-то сказал тебе «будь приличной», и он все еще звучит в твоей голове. Когда ты переживаешь, как ты выглядишь, когда на тебе ничего нет, это не ты. Это миллионы рекламных картинок, которые шептали: «Ты недостаточно хороша, пока не будешь выглядеть как». Когда ты держишь позу, живот, голос, ты не в моменте, ты в спектакле, ты играешь чью-то роль, но не живешь свою. Эпиктет говорил: «Не сами вещи тревожат нас, а наши мысли о них». Ты не стесняешься себя, ты стесняешься своих мыслей о себе. Откуда берутся эти зажимы? Первое. Стеснение тела. Ты не научен любить свое тело, ты научен оценивать его, сравнивать, прятать, подгонять под стандарты. Но тело не для сравнения. Тело для жизни, для чувств, для наслаждения. Второе. Стыд, навязанный с детства. Хорошие девочки так не делают. Мальчикам нельзя быть нежными. Эти фразы живут в теле как тени. И даже когда ты вырос, эти голоса шепчут: Ты должен быть другим. Третье. Страх быть отвергнутым. Ты боишься открыть душу, показать настоящего себя, потому что вдруг не примут, вдруг посмеются. Но что тогда? Ты будешь жить в броне. Секс в броне невозможен. Четвертое. Низкая самооценка. Ты думаешь: я недостаточно хорош. И даже когда рядом, любовь
любовь, страсть, прикосновение, ты не можешь их принять, потому что не веришь, что достоин. 5. Травмы прошлого. Ты был отвергнут, ты был предан, ты пережил боль и с тех пор закрылся. И теперь каждый раз, когда кто-то приближается слишком близко, внутри срабатывает тревога: опасно, не пускай. И вот ты лежишь рядом с тем, кого хочешь, а внутри война между желанием быть близким и страхом быть увиденным. Марк Аврелий писал: «Ты можешь отпустить все, что не принадлежит тебе, даже боль. Зажимы не твои, ты их не выбирал. Они были внушены, скопированы, унаследованы, но теперь ты можешь их распознать и отпустить». История. Женщина и зеркало. Однажды к древнегреческому философу пришла женщина по имени Ариадна, красивая, из знатной семьи, умная, изящная, но глаза, будто изнутри что-то гасло. «Учитель», — сказала она. «у меня есть муж. Он страстный, он любит меня, но я ничего не чувствую. Я лежу рядом с ним, но будто меня там нет. Я притворяюсь снова и снова. Он думает, что я счастлива, но мне стыдно. Я как сломанный инструмент». Философ посмотрел на нее, долго молчал, затем подвел к большому медному зеркалу. Смотри, «На что?» смотри, — повторил он. и скажи мне, кого ты видишь. Она посмотрела и неуверенно ответила. «Женщину, красивую, но какую-то чужую». Философ тихо сказал: Вот в чем твоя беда. Ты пытаешься проживать чужую жизнь. Ты входишь в спальню, как на сцену, сыграть, угодить, быть правильной. Но как быть собой? Сначала нужно позволить себе быть живой, быть чувствующей, быть не идеальной, разрешить себе дышать, шуметь, желать, не играть роль. Он поставил перед ней второе зеркало, старое, треснутое, с мутным стеклом. Посмотри теперь, что ты видишь. Себя, настоящую, растрепанную, с мокрыми глазами и живую. Философ улыбнулся. И только теперь ты готова чувствовать. Мораль. Пока ты играешь роль, ты не живешь. Пока ты стараешься быть правильным, ты теряешь удовольствие от самой жизни. Оргазм – это не результат стараний. Это побочный эффект свободы. Близость – не спектакль. Это честность. Твоя задача – не быть идеальным, а быть живым. Какие блоки мешают тебе? Первое. Убеждение, что секс – это оценка тебя. Ты боишься не быть на уровне, не доставить удовольствие, не выглядеть достаточно привлекательно, не соответствовать порнографическим или киношным стандартам. Ты превращаешь близость в экзамен. Стоики говорили: «Невежественен тот, кто все измеряет чужим мнением, а не своей природой». Ты не живешь моментом, ты сражаешься за одобрение, но удовольствие не живет там, где живет страх оценки. Второе. Установка. Удовольствие равно эгоизм. Ты подсознательно считаешь, что получать удовольствие стыдно, что чувствовать ярко, глубоко – это неприлично, аморально, эгоистично. Особенно если тебе с детства внушали, что женщина должна быть скромной, а мужчина – контролировать эмоции. Эпиктет говорил: ты не можешь контролировать чужое мнение, только свое отношение к нему. Удовольствие – это не эгоизм. Это честность с собой. Третье. Привычка к самонаблюдению. Ты во время секса не проживаешь, а анализируешь. Как я выгляжу? Какой у меня звук? Он точно доволен? Это нормально? А вдруг он или она подумает: ты как будто находишься рядом с собой, а не в себе. Сенека говорил: жить не значит наблюдать за собой. Жить значит быть в себе. Четвертое. Боль прошлого. Предательство, осуждение, токсичный опыт. Каждый раз, когда ты входишь в близость, срабатывают старые раны. Ты не в новом моменте, ты в воспоминании. Марк Аврелий писал: «Прошлое не имеет власти, кроме той, которую ты ему отдаешь. Чтобы впустить наслаждение, нужно перестать пускать внутрь старую боль. Мы боимся быть настоящими, но именно эта храбрость, быть собой, быть уязвимым, быть живым, открывает доступ к настоящему удовольствию. Стоики учили: свобода начинается там, где заканчивается стремление соответствовать. Что мешает оргазму? Почему иногда кажется, что все идеально, партнер рядом, прикосновение есть, атмосфера создана, а внутри пустота? Почему тело не откликается, а разум никак не может отпустить? Потому что оргазм – это не просто физиология. Оргазм – это доверие, это сдача, это свобода. И главные враги этой свободы – вот они. Первое. Перфекционизм. Стремление быть идеальным. Ты хочешь понравиться. Хочешь быть лучшей версией себя. В постели, в дыхании, в движениях. Ты стремишься сделать все правильно, чтобы партнеру понравилось, чтобы ты выглядела красиво, чтобы тебя не сравнили, не отвергли, не посчитали неумелой. Но проблема в том, что перфекционизм – это не про близость, а про выступление. А когда ты играешь роль, ты теряешь связь с собой.
Не тот свободен, кто делает все правильно, а тот, кто в согласии с собой. Марк Аврелий. Ты начинаешь думать, что оргазм – это награда за старание, что если ты будешь хороший, то заслужишь удовольствие. Но настоящая близость не о том, чтобы понравиться, а о том, чтобы быть живой, быть настоящей, быть собой. Второе. Страх быть настоящим. Ты боишься показать свои истинные чувства. Боязнь издать странный звук, боязнь выглядеть неловко, боязнь проявить необузданную страсть. Тебе кажется, что если ты станешь слишком настоящим, тебя отвергнут, и ты сдерживаешь себя. Но стойки учили, быть собой – это не слабость, это величайшее мужество. Марк Аврелий. Оргазм – это акт глубокой искренности с собой и с другим. Ты не можешь прийти к настоящему удовольствию, оставаясь за стеной страха. Только когда ты позволяешь себе быть смешным, шумным, страстным, нежным, неконтролируемым, ты открываешь двери в настоящее наслаждение. Пока ты боишься быть увиденным, ты отказываешься от глубины момента. Третье. Ожидание. Сценарий, который мешает жить. Ты заранее пишешь сценарий. Как должно быть, как должно выглядеть, когда именно должен наступить оргазм. И если реальность не совпадает с ожиданиями, приходит разочарование. Жизнь разрушается не событиями, а нашими ожиданиями от них. Сенека. Ты не в процессе, ты в мыслях. Сравниваешь, оцениваешь, анализируешь. И в этот момент ты теряешь саму суть близости – быть здесь и сейчас. Оргазм случается не тогда, когда ты планируешь. Оргазм случается тогда, когда ты живешь. История. Однажды ученик спросил философа: «Учитель, как мне прийти к настоящему удовольствию? Я стараюсь, делаю все правильно, но результата нет». Философ протянул ему горсть песка. Держи, только аккуратно. Ученик сжал руку, и песок начал сыпаться сквозь пальцы. Видишь, Сказал философ. чем крепче ты сжимаешь, тем больше теряешь. А теперь расслабь ладони. Ученик открыл руку, и песок остался. Мораль. Настоящее удовольствие приходит не к тем, кто сжимает, а к тем, кто отпускает. Оставь ожидания, перестань контролировать, и ты почувствуешь больше, чем можешь себе представить. Как освободиться? Практики стоиков для сексуального присутствия. Ты хочешь чувствовать, но зажат. Ты хочешь расслабиться, но тревожен. Ты хочешь удовольствия, но мысленно где-то далеко. Стоики говорили, свобода начинается там, где заканчивается стремление соответствовать. Так что же делать? Вот шаги, которые возвращают тебя к себе. Первое. Принятие тела. Сними маску критика. Перестань рассматривать себя как витрину. Смотри на себя, как на любимого человека, с нежностью, с теплом, с уважением. Секс – это не шоу, это благодарность телу за то, что ты жив. Второе. Доверие. Хочешь почувствовать – начни доверять, говори о желаниях, о границах, о страхах. Когда ты открываешься, ты расслабляешься. Когда ты расслабляешься, ты чувствуешь. Ты не можешь быть с другим, пока не стал собой. Эпиктет. Третье. Медленность. Это не марафон, это искусство. Замедлись и дыши. Слушай и смотри. Чувствуй. Замедление – это вход в глубину. Марк Аврелий. Четвертое. Присутствие. Ты здесь и ты жив. Ты с кем-то, и это уже чудо. Оставь свой телефон и ожидания. Оставь мысли о себе со стороны. Просто будь. Стоические практики для возвращения в тело. Первое. Медитация осознанности. Перед близостью закрой глаза, сделай глубокий вдох, почувствуй простыню, ощущение кожи, атмосферу, аромат, воздух. Ты не должен выглядеть, ты должен быть. Вторая. Дневник ощущений. После близости не оценивай и не сравнивай, просто опиши, что ты чувствовал, где было приятно, где напряженно. Это не отчет, это способ узнать себя. Третье. Мысленный диалог с собой. Спроси у себя, что я почувствовал, что мешало, что помогло. Самоанализ – это ключ к внутренней свободе. Марк Аврелий. Ты не обязан быть идеальным, ты обязан быть настоящим. Чем ближе ты к себе, тем глубже твое удовольствие. Секс – это не техника. Это встреча двух душ, которые не боятся быть собой. Когда ты принимаешь себя, удовольствие приходит. Когда ты доверяешь, тело раскрывается. Когда ты позволяешь, оргазм случается. Свобода – это быть собой, даже в самых интимных моментах. Ты заслуживаешь удовольствия, ты заслуживаешь свободы, ты заслуживаешь быть живым. Поделись в комментариях, что мешает тебе полностью расслабиться в близости. Подписывайся и ставь лайк, если видео было полезным. Это твоя первая практика принятия, лайк себе самому.